Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня мы будем разбирать плетение вот такой корзиночки. Если вам нравится моя работа, ставьте, пожалуйста, лайки и просматривайте, пожалуйста, рекламу во время роликов, если у вас есть такая возможность. Тем вы очень поддержите мой канал. Заранее вам спасибо. Итак, приступим. Я не буду удлинять видео рассказом, как сделать донышко и первую вот это вот уложите, потому что видео уже вышли на моем канале. Несколько видео об этом плетении. Если вы еще их не смотрели, зайдите в описание под видео. Там я оставляю много ссылочек. И одну оставляю здесь. В процессе плетения, чтобы не мялись вот здесь вот наши трубочки, я придумала, пока нету у меня станка, я взяла вот банку, так как у меня стеклянный салатник, для этой цели я использую, я и приклеила, так удобнее, не ездит плетение, когда приклеено, зафиксировано, и прижимаю к столу и плету. Делаю вторую полосочку. Также наращиваю трубочки. У меня будет, то есть место наращивания я сейчас уберу вниз. Так. И пошла формировать треугольнички. В одну сторону чуть-чуть сейчас сделаю. Второй ряд делается легко и быстро. Потому что здесь уже все сложено. Надо только проплести. Вот с двух сторон. Чуть-чуть с этой, чуть-чуть с той. Как на тарелочке. Вот я две проложила, как на тарелочке. Теперь заправляю две трубочки и начинаю плести веревочку в две трубочки. Закрываю ряд, забираю вот эти хвостики, которые тут остались от начала ряда. Меняю ряд, проплетаю стежок один как обратный, чтобы ряд закрылся. Подробнее можно посмотреть по ссылке у вас на экранах видео, зачем нужно закрывать ряд из веревочки из двух трубочек, как это делать и что будет, если этого не делать. То есть не всегда его надо закрывать. Ну и продолжаю плести второй ряд, перехожу, уже стоечки ставлю ровненько, чтобы они вот выровнялись. В этой части отличие от плетения тарелочки будет в том, что надо добавить еще дополнительные трубочки для плетения ручки. То есть здесь я просто добавлю с одной стороны, чтобы вышла ручка симметрично. То есть вот тут и с другой стороны, где она будет. Я сейчас заложу, чтобы не пропустить это место. Потом еще... Я проплела 4 ряда. Теперь надо закрыть. Вот я размочила вот эти вот все. Ну, я сейчас это все в ванной делаю. Просто опускаю. Потом в ванную изделие только вот одним краем вот так вот по чуть-чуть. Потом одеваю полотенце и сверху пакет. И где-то через час трубочки готовы. И можно делать розгу. Это розга. Это одна из самых простеньких загибок. Самая первая, которой я научилась загибке. Делается она
Ограничена она только длиной вашей трубочки. То есть может и валик быть толще, из 6 прутиков, из 7. Розга, это, как я подслушала у плетельщиков из лозы, розга это и есть прут, розга. Значит, для того, чтобы ее легко закрыть, сначала я вот подкладываю, перегибаю и вывожу вперед стоечку. Следующее беру, небольшую гапельку делаю, чтобы легче было вытащить. Одеваю. Вот она вот так должна идти. То есть 2 должны идти в одной плоскости. Не лежать друг на друге вот так, а в одной плоскости. Следующую делаем. И у меня будет розга классическая из 3. То есть первую вот эту вот свободную мы не считаем, где 2 закладывали. То есть сейчас у меня 1 прутик, 2 прутика и 3. Я специально взяла разного цвета, и вы пока учитесь, беритесь тоже разного цвета, для того, чтобы не путаться, какие трубочки куда идут. Следом мы берем вот трубочка, которая вышла сюда. Вот эту трубочку заводим за стоечку. То есть теперь мы не закладываем. Здесь мы закладывали для того, чтобы зарезервировать место. То есть вот при закрытии у нас получится вот так. Теперь мы уже плетем саму розгу. Укладываем рядышком. Это можно делать, срезать стоечку потом, когда полностью розга закроется. Но розга или розга я срезаю сразу, чтобы потом не травмировать трубочки. И трубочки укладываю обязательно рядышком, в обнимку друг с другом. От центральной через одну я добавлю еще по одной трубочке белой, для того, чтобы поменьше травмировать загибку, когда буду протаскивать трубочки для ручки. То есть вот получается мы ее, эту трубочку оставляем, чтобы она шла ровно. То есть вот добавили, я ее так вот огибаю, то есть она стоит вот, чтобы здесь нам потом загибку не поцарапать. Пальцем вот здесь вот укладываю, чтобы они ровно легли. Вторую ручку я вообще сделала со шпажками, так легче. Дошли до окончания. Так, чтобы не мешались, я их сразу удалю. В первую. Теперь уже можно вынуть все вот эти вот, они чтобы особо не мешались. Они, где вынуться. Здесь уже места приготовлены, отверстия остались. Как я делаю подставочку на эту корзиночку? То есть вот за нижнюю ободок, что мы сплели, на небольшом расстоянии трубочки, да. Как зацепить легче всего? Ну, вот трубочку я провела. Учиться лучше всего один раз уже зацепить хомутом, а потом уже учиться. Так, зацепить хомутом, это значит взять
трубочку, сложить пополам. У меня просто видео не сразу записалось, поэтому дубль номер 3. Вот, то есть вставляем с этой стороны, чтобы вот так получилось. И потом вот так вот вынимаем, чтобы они все были в одной ячейке, рядышком. Просто как при таком добавлении трубочка сминается. И пока сейчас будем, вот они уже пошли мяться. Пока сейчас подтянем. Сделаем красиво. Одна вытянется, дальше другой. Ее надо будет поправить. Чтобы вот этого всего не делать, можно вот первую сделать ровненько, помучиться поставить, а дальше для примера, чтобы научиться делать, эту сделали, и дальше что мы делаем? Нам надо уложить трубочку, то есть снизу я сюда куда-нибудь вставляю трубочку и сюда, то есть вот, чтобы она обхватила трубочка. Вот, одеваю и смотрю, вот первая вот так вот должна вот сверху одеться быть. Вот это из-под низу трубочка я вывела вот сюда, ее налево. То есть вот так. Сюда я ее заложила, уже здесь приготовила, вот прижала этот, затянула наш. Смотрю, куда дальше она должна пойти. Вот так, то есть сюда. Оставляю здесь маленькую ячейку, чтобы легко было протянуть снизу. И вот в эту ячейку. И затягиваю. Так гораздо удобнее. И витки гораздо получаются лучше. Вот только от плетения, чтобы они были близко. Потому что сейчас веревочкой 2 трубочки оплетать, чтобы не очень большой шаг был. Первый ряд я закреплю, проплету их вместе. Стоечки, не вверх не поднимая, а вот раскладывая вот сюда, чтобы они были лежали у нас не сильно, но так, закрываю ряд, то есть проплетаю как обратно веревочку. Вот закрыли ряд и проплетаю. Так, проплетаю. Ну, здесь не очень большое расстояние получается пока. Проплетаю еще ряд веревочкой, вкладываю, плету веревочку. То есть вот сейчас и вытягиваю на себя плетение. То есть я когда проплетаю, чуть-чуть наклоняю, то есть неровно. Конечно, можно было бы переплести, снять для вас другой мастер-класс. Просто дело в том, что тогда бы вы этого не увидели и не узнали. Поэтому я долго думала и решила, что в познавательных целях лучше будет оставить этот нюанс и не переплетать полностью корзинку, и оставить видео с этой ошибкой в доступе во втором ряду. Вот наши трубочки, не надо ничего делать, а так как я делала, надо их было развести. То есть вот я их развожу. Все, я исправила свой промах. Теперь о нем знаете только вы. Вот. Теперь делаю загибочку. Теперь мне как раз хватит длины трубочек. То есть не надо ничего отрезать. Не все новое.
хорошо прикладываю, делаю, резервирую место, трубочку укладываю вперед, еще одну вперед и трубочку укладываю назад. Вот смотрите, получаются галочки. Видите? Если я начну это же делать в другую сторону, трубочку укладываю в эту сторону, укладываю еще одну и уже подбираю трубочки и вывожу их внутрь. Вот одну внутрь, одну наружу, одну внутрь и там оставляю, одну наружу. Получается имитация веревочки в 2 трубочки. Вот одну внутрь подбираю и наружу. Сейчас побольше проплету. Одну внутрь и сразу же наружу. Внутрь. Вот у нас получается имитация веревочки 2 трубочки. И продолжаем так плести. Одну внутрь, одну наружу. Внутри образуется вот так вот. И вот доходим до места нашего соединения. Вот закрываем все очень просто. Вот так. И накрываем ее трубочкой. И вот у нас осталась одна, это вот отсюда, последняя. Все. Подставка готова. То есть это может быть как вазочка. Ну, здесь, конечно, надо сейчас выровнять чуть-чуть. То есть это готовая вазочка. Для ручки я взяла вот длинную такую проволоку. Надела на нее трубочки. Ну, я одела кусочки трубочек, потому что полностью они не пролазят. Ну, вот так вот у меня получилось. Нахожу, где у меня тут подготовленные отверстия были. Для укрепления прочности ручки я, конечно, чуть-чуть вместе с проволокой протянула. Здесь вот зафиксировала. И здесь зафиксировала. Готовлю ее и фиксирую с другой стороны. Еще раз проверяю, чтобы все ровненько было. Смотрю, какая мне нужна по высоте ручка. Ну, вот такой будет достаточно вот по высоте ручки. Подгибаю здесь. И тоже ее фиксирую. Так. Здесь трубочки буду наращивать, поэтому вот чуть-чуть наискосок их срежу. И теперь нечастые витки делаю, закручиваю вокруг. Далее наращиваю трубочки и продеваю подготовленные отверстия. Шпажкой наметить отверстие, так, расширить. И потом в это отверстие спокойно трубочку продеть. Если или снизу, ну, как вам будет удобнее. Шпажку потом вынуть. Так, приготовили трубочки. Зафиксировали их. Берем еще 2 трубочки, надеваем петельку
И начинаем плести ручку. Петлю одели. Сначала делаем как прямую веревочку. То есть вот плетем, сплели вторую часть. Вот здесь вот отличие идет. Вот эту трубочку мы не трогаем больше. Вот она внизу такая остается. А это мы оборачиваем и возвращаем назад. Вот рабочее положение для плетения этой ручки. Две трубочки из-за центральной стойки выходят вперед. Нижнюю трубочку мы берем, укладываем. Возвращаем назад. Теперь нижнюю трубочку опять берем, укладываем. Сильно большое расстояние вот здесь вот не надо делать, потому что иначе будет не очень красиво. Наращивать лучше по прямой, когда трубочки. Можно и в крайние стойки вставить леску или проволоку, но я не вставляю. Для этой корзинки достаточно, что вставляется проволока в середине. Чтобы не выскакивало, я вот здесь вот пальцем, где место наращивания, я его держу и не даю трубочке соскочить. И при поворотах вот резких вот этих вот тоже придерживаю трубочку. Теперь проделываю все то же самое с обратной стороны. Для того, чтобы можно было регулировать и вверх, я здесь вот их не склеиваю, просто вот подготовила вот так вот трубочки, пока оставляю, чтобы, если что, можно было чуть-чуть их подвинуть. То есть не фиксирую жестко, просто заправляю трубочки. Так, и продолжаю плести, уже захватывая эти трубочки, которые сейчас нарастила. То есть я пока их даже не убираю, вот оставляю вот так вот, чтобы потом можно было подтянуть. Вот, сюда закладываю, просто придерживаю пальцем. Продолжаю плести. Чуть-чуть натянулась, я подтяну ее, она вот вытягивается ровненько, кладется, вот видите. Сейчас пониже спустимся, и тогда, когда надо будет зафиксировать плотно, тогда зафиксируем. А сейчас пока так. Вот до конца доплели. Трубочки все выводим назад. Раз, эту назад. И эту все назад туда. И здесь закрепляем. Ну, здесь можно вот одну под одну. Так, теперь разбираемся сверху. То есть вот эти вот трубочки, то, что у нас мы закладывали, я их и обрезаю. Так. Одну здесь, чтобы сразу не было утолщения. Чуть-чуть подвигаю вот так вот. Не видно. И этот тоже один отрезаю пораньше. Другой немного попозже. Тоже сдвигаю так вот, чтобы было не видно. Все.
Ну вот разница очевидна между корзинками. На ширину, это ширина полосы 8 сантиметров. Это ширина полосы 10 сантиметров. То есть мне кажется, что актуальнее такие корзиночки плести из ширины полосы 10 сантиметров. Вот такой вот. Она и больше, и массивнее. Ну, а это более такая миниатюрненькая корзинка. Так, ушло у меня на нее 220 трубочек.